это вот конечная остановка. На раму подпись. А это вот все затоплено. Вода просто реками льется. Это Аша Челябинской области. Город буквально уходит под воду. Также в выпуске в московском метро погиб подросток. В Якутии разлив нефти, а в Башкортостане в страшном пожаре погибли 5 детей и их отчим. Эти и другие события в ближайшие несколько минут в программе «Новости. Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Продолжаются обстрелы России и Украины. Белгородские издания и пророссийские телеграм-каналы пишут об обстреле школы в селе Аграфовка. Телеграм-канал «Пепел Белгород» сообщает, что из села идет эвакуация жителей. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что ведется активный обстрел Красноярушского района. По словам Гладкова, 3 человека ранены в результате подрыва служебного автобуса на мине. Обстановку на границе с Украиной губернатор назвал напряженной. Z-блогеры, в свою очередь, пишут о предотвращенных попытках прорыва ВСУ в Белгородской области. Официального подтверждения этой информации, правда, пока нет. В Киеве под российским ударом также оказалась школа. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко. На здание упали обломки сбитого дрона. Спасательные службы сообщают, что на момент атаки все учителя и дети находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В Донецкой области спасатели устранили последствия российского удара по городу Родинское. Там в результате атаки начался пожар в жилом секторе. На одном из участков горело хозяйственное здание. Еще несколько сооружений повреждены взрывной волной. Жертв удалось избежать. Украинские власти, однако, уверены, что война может закончиться уже в этом году. Об этом в интервью индийскому изданию First Post рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, мира удастся достичь, если Россия согласится на безоговорочное прекращение огня. Сразу 2 района города Аша в Челябинской области ушли под воду буквально за несколько часов. Из-за потепления и дождей на реке Сим образовался затор. Вода резко поднялась и затопила жилые дома. Введен режим локальной ЧС. Местные жители в паблике Аша в курсе возмущаются тем, что не было никакого оповещения о подъеме воды. Да и заранее власть ничего не сделала, чтобы предотвратить бедствие. Самый частый вопрос – почему администрация не санкционировала подрыв льда, зная, что будет потепление и дожди? Вода переливается через меридиан, идет на участке. Уже топит. Сады топят. Идет очень быстро, очень сильно. Теперь же людей и животных эвакуируют спасатели. На базе гостиницы «Аша» организован пункт временного размещения. Глава администрации Вадим Сергеев грозится в ближайшее время начать работы по, цитата, «экстренному ослаблению льда». А депутат областного заксобрания Александр Решетников отмечает у себя на странице во ВКонтакте, что дамба, которая должна была защитить город, свою функцию выполнять не может. Капитальный ремонт дамбы на реке Сим, на который администрация потратила более 120 миллионов бюджетных средств, был выполнен с многочисленными нарушениями. Экспертиза подтвердила, что результаты и качество работ не соответствуют проекту. Шлак, который использовали для отсыпки дамбы, абсолютно непригоден для данных видов работ, так как пропускает воду. Высота дамбы не соответствует проектным отметкам, которые могли бы предотвратить подтопление домов. Материал попросту не досыпали до нужной высоты. В Ашу выехал министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб. Он намерен координировать работу экстренных служб и властей. В Нагайбакском районе области также организуют пункты временного размещения. Здесь начало топить жилые дома. Накануне местные издания писали, что здесь уже затоплена автодорога. Однако, как и в Аше, ситуация обострилась ночью из-за быстрого таяния снега и дождей. В поселок Остроленский, где затопило дома, выехал глава района Егор Тимофеев. Все в той же Челябинской области, в поселке Кременкуль Сосновского района, затопило одну из улиц. Несколько домов оказались отрезаны. Других дорог к ним просто нет. При этом в одном из домов живет онкобольная женщина, которой необходимо регулярно выезжать на лечение. Вот что рассказал ее племянник. Пробовал отвезти до больницы, химиотерапия, рак и чуть не утопил автомобиль. Сейчас вода еще пришла и проехать просто невозможно. Они живут там, как на островке, конец цитаты. В пресс-службе правительства Челябинской области уже заявили, что пик паводка начался. Это произошло на 2-3 недели раньше обычных сроков. И все по той же причине. Ранее половодья на границе России и Казахстана закрыли пункты пропуска в Челябинской области с российской стороны и Костанайской с казахстанской. В Курганской области в одном из округов введен режим повышенной готовности. Водой отрезаны улицы в 2 селах. Угрозы затопления жилых домов, правда, пока нет. В Башкортостане из-за разлива реки Зилим эвакуируют жителей деревни Ташасты. По данным местных властей, вода уже затопила 5 домов и ожидается 2-я волна паводка. Есть угроза разрушения моста.
А в Дагестане, в Ахтынском районе, лесной пожар. Его не могут потушить с 15 марта. Общая площадь, пройденная огнем, достигла 22 гектаров. Об этом сообщили в МЧС. Сейчас спасатели продолжают тушить огонь на площади в 5 гектаров. Глава Дагестана Сергей Меликов утверждает, что угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. По его словам, предварительная причина пожара – человеческий фактор. Местная жительница подожгла сухую траву вблизи склона, оттуда огонь и перекинулся дальше. Работы МЧС осложняются труднодоступной местностью, именно потому что горит склон. Возможности для подъезда ограничены. На месте работает более 150 сотрудников и 14 единиц техники. С сегодняшнего дня к тушению привлекли также авиацию. Здесь начал работать вертолет МЧС с водосливным устройством. Человек погиб, упав на пути под прибывающий поезд в московском метро. Трагедия произошла на станции Белорусская Замоскворецкой линии. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что погибший подросток, который отвлекся на телефон, подошел слишком близко к краю платформы и не заметил прибывающий поезд. Из-за случившегося на центральном участке Зеленой ветки временно останавливали движение поездов. Сейчас оно восстановлено, поезда двигаются по графику. 6 человек погибли при пожаре в жилом доме в Давлекановском районе Башкортостана. 5 детей, 3 девочки 7 и 5 лет, 2 трехлетних мальчика и 33-летний мужчина. По предварительным данным, это гражданский муж матери детей, которая в это время была на работе. В региональном МЧС сообщили, что в квартире загорелся натяжной потолок. Площадь пожара составила 2,5 метра, и соседи успели потушить его своими силами еще до приезда пожарных. Однако к этому времени все находившиеся в помещении погибли. Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства трагедии. Также на место выехали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Еще один пожар в жилом доме в Калуге. Здесь обошлось без жертв, но 7 человек пострадали. У них отравление продуктами горения. Одному из них потребовалась госпитализация. Еще 34 человека, в том числе 7 детей, спасатели смогли эвакуировать из дома, они не пострадали. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. В ведомстве уточнили, что пожар начался в квартире на 3-м этаже. Причины произошедшего устанавливаются. В Якутии, в Ленском районе, на участке дороги Мухтуя введен режим ЧС локального характера из-за разлива нефти. Жители просят воздержаться от поездок по этому участку. Со вчерашнего дня здесь ведутся работы по ликвидации последствий произошедшего. Завершить их планируют в среду, 19 марта. Об этом сообщили в службе спасения региона. Причиной разлива нефти стало ДТП с участием нефтевоза. Из него вылилось около 33 тонн сырой нефти. Спасатели привезли на место 700 килограммов сорбента и оборудование для сбора загрязненного грунта. По их словам, полный ущерб окружающей среде пока сложно оценить. Однако в воду нефтепродукты все-таки не попали. Ближайший ручей находится в километре от места аварии. А вот в другом районе республики, Усть-Янском, попадание нефтепродуктов в воду избежать все-таки не удалось. Сегодня в адрес Министерства экологии Якутии поступила информация, что 16 марта из-за утечки на предприятии АДК в реку Яна попало около 30 кубометров дизельного топлива. По данным ведомства, сейчас в работах по ликвидации задействованы 8 единиц техники и 20 человек. И еще одно происшествие в Якутии. В Якутске пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом. По данным пресс-службы МВД по республике Саха, пострадали 14 человек, 13 пассажиров и водитель автобуса. Их отвезли в больницу. ТАСС уточняет, что среди пострадавших 4 детей. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники следственно-оперативной группы. Иван Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель. Своей деятельностью он указал организацию шоу и концертов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы. Агентство также сообщает, что в том же здании зарегистрирована еще одна компания Урганта и его жены Натальи Кикнадзе, которую они зарегистрировали 10 лет назад. С началом полномасштабной войны Иван осудил российское вторжение. После этого его программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. На Первом это объяснили тем, что якобы канал временно отказался от развлекательного формата. Позже выступления Урганта стали отменять, а кадры с ним вырезать из фильмов. Свое продолжение получила история со звонком Михаила Ефремова из колонии. Телеграм-канал «Шот» накануне опубликовал запись, на которой актер обещает выйти на свободу и устроить, цитата, «чудовищную движуху в Белгородской области». Теперь все тот же связанный с силовиками «Шот» пишет, что из-за этого звонка все заключенные барака, в котором сидит Ефремов, лишились связи. У них забрали карточку Зоны Телеком, по которой они могли звонить на волю. Сам Ефремов звонил якобы по карточке своего бывшего соседа, который уже освободился. Такая вот справедливость по-всиновски. Правда, адвокат
Ефремова и вовсе заявил, что запись разговоров – фейк. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области, именно там актер отбывает наказание в колонии общего режима, должен рассмотреть его прошение об УДО. Половина срока по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце истекла еще в прошлом году. В прошлом месяце стало известно, что в колонию к Ефремову уже ездят режиссеры на пробы, а график артиста расписан с учетом его скорого выхода на свободу, вплоть до конца 2026 года. Но в свете последних публикаций в канале ШОТ возникают подозрения, что кому-то очень нужно, чтобы Михаил свой срок все-таки отсидел полностью. Кстати, прошлым летом движение «Ветераны России» предлагало Ефремову попроситься на фронт взамен на условно-досрочное освобождение. Количество жертв авиакатастрофы в Гондурасе увеличилось до 12. Об этом сообщила местная полиция. Легкомоторный самолет разбился спустя минуты после взлета. На его борту было 17 человек, 2 погибших дети. Также среди жертв музыкант и политик Аурелио Мартинес. С 2006 по 2010 год он был членом Национального конгресса Гондураса, став первым темнокожим парламентарием в истории страны. Мартинесу было 55 лет. Астронавты, которые застряли на Международной космической станции, возвращаются на Землю. Космический корабль SpaceX Crew Dragon успешно отстыковался от станции. Астронавты Буч Уилмор и Суни Уильямс отправились на МКС в июне прошлого года. Предполагалось, что они проведут там чуть больше недели, но из-за технических неисправностей пробыли в космосе 9 месяцев. Вместе с ними на Землю возвращается американец Ник Хейк и россиянин Александр Горбунов. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и обязательно смотрите другие видео. Вечером для вас подведет итоги дня мой коллега Дмитрий Еловский. Всего хорошего и до свидания.